Всем привет! Продолжаем ремонт Тойоты. Этот раз будем снимать стартер. Владелец жалуется на некорректную работу стартера. При заводке идет нагрузка, и раза через 10 машина заводится. Есть подозрение на щетки. Так, стартер находится с правой стороны внизу. Перед снятием стартера в первую очередь нужно отключить аккумулятор, потому что плюсовой провод идет напрямую прямо на стартер. И во избежание коротыша отсоединяем и потом смело уже занимаемся стартером. Ну вот это вид снизу. Вот сам стартер. Находится он с правой стороны на двигателе. Откручиваем клемму эту плюсовую, которая идет сразу с аккумулятора. И после этого откручиваем сам стартер. Как я понял, он к коробке прикручен, ну, с этой стороны 3 болтами. Снимаем и смотрим. Снял стартер. Ну, 2 болта на 14 и гайка вот, на 12. Это проводок которого надо что-то придумать, клемку какую-нибудь прицепить на втягивающее. Теперь с большего его сполоснем, почистим и будем разбирать. Оказывается, он маленький относительно машины. Вот так. Чистим, моем. Разобрал стартер. Снял таких 2 болтика. И раскидал, снял крышку. И вот. Подшипник сухой, но люфта нету. Это тоже суховатый. Почистить, смазать его. Я думал, он был царапал, но внутри все чисто. То есть перекоса не было, то есть он не цеплял за корпус. Потом посмотрел щетки. Щетки, хочу сказать, что еще должны походить, потому что ширина их, точнее длина, ну, составляет, ну вот корпус, как корпус. А новые немножко не такие, конечно, но как так показать? Миллиметра на 3 больше. Вот так они такие должны быть. То есть щетки не так уже сильно изношены. Возможно, то, что здесь ржавчина была и контакт плохой был. Достаточно, может быть, почистить, пропаять. Ну, посмотрим дальше, разбираем. Посмотрим на обтягивающий. Вот почистил. Подшипник смазал. И этот. Медные пластины. Прошелся тысячкой наждачкой. И тупой иголкой почистил канавки между ними. Вот щетки. Хочу на всякий вот здесь, там где обжата одна щетка, очень много коррозии, я зачистил и на всякий случай пропаяю. А это задняя крышка. Здесь находится втягивающая. Возможно, в этом все проблемы были, потому что, видите, клеммы окислились, что там, что там. И контакт был плохой. Вот смотрите, внутренний пятак. Я думаю, его почистить и будет все замечательно. Втягивающий вообще обалденный. Обычно на машинах целым узлом меняется. А тут, как видите, разобрали, посмотрели, все собрали. Намного проще и классно. Стартер маленький, да удаленький. И зато ремонтопригоден.
Ну вот, почистил, отполировал контакты. Хотел сначала кольцо это поменять, перевернуть его. Короче, не получается, надо расклепывать, потом заклепывать. Ну вот, отполировал таким образом. Начинал с сотки и закончил 1000. Так, отложим в сторону, смотрим, разбираем дальше. Когда прикручивал клемки, смазывал все медной смазкой, которая не дает окисляться контактам и улучшает токопроводность. Вот клемки прикрутил плотненько. Вот самовтягивающая, контактная. Все, вставляем. Вот так. Вот так оно и замыкает контакты. Так, теперь хочу бендикс посмотреть, почистить его и смазать. Вот крышечка, но там резинка, она уже высохла. Так, герметиком промазал, чтобы плотненько садилась. Снял крышку там, где стоит бендикс. Вот. 2 болтика открутил. Вот, смотрите, какой механизм. Смазка, конечно, подсохла. Здесь есть роликовый подшипник. Все помоем. Новую смазку заложим. У меня вот такая хорошая есть, синего цвета. И будет еще ходить лет 20. Снял еще полностью бендикс. Проверил, как он работает. В одну сторону вращается замечательно, а вторую сразу же блокируется. То есть нареканий по бендиксу никаких нету. Единственное, что этот подшипник мы в конце смажем, а вот этот, он тоже, я пыльничек снял с него. Ну вот, пыльничек снял с него и обнаружил, что внутри тоже смазка вся высохла. Короче, помоем его, туда тоже смазки запихаем и пыльник этот обратно запихнем. Все, собираем. Ну вот, смазал. Ставлю все обратно. Ну вот, стартер собрал. Теперь сейчас придумаю с этим проводком что-нибудь, чтобы не колхозить, как было на скрутку. Поставлю фишку какую-нибудь. Вот так. И буду на машину ставить. Так, а здесь поставил коннектор. И проводок немножко удлинил. Ну вот, стартер на своем месте. Работа закончена. Всем спасибо за просмотр.